Ребята, мы запускаем антикризисную, такую поддерживающую акцию 25% на 3 урока фундаментальных, базовых, основных. Это основы целостного видения в пейзаже, композиция в пейзаже и перспектива в пейзаже. Это основа, на которой строится видение художника. Как из всего, что вокруг, извлечь композицию и найти решение. Творческое решение. На многочисленных примерах во всех 3 уроках мы разбираем основы художественного видения. Стиль, в котором вы работаете, не имеет значения, вы останетесь при нем, при своем стиле, при своих интересах, приоритетах. Но на этом фундаменте, прочном фундаменте, вы сможете построить любой красоты и дизайна здания, свое здание, рисунка, живописи, композиции. Это пакетное предложение, минус 25%. Акция продлится 2 недели, до 15 апреля. На все остальные уроки скидка 10%. Для иностранных студентов у меня просьба сделать транзакцию, если вы собираетесь купить урок или вот эти 3 урока из-за рубежа, сделать транзакцию на нашу китайскую карту UnionPay. Выйдите, пожалуйста, со мной на контакт в Telegram-канале или в WhatsApp, в электронной почте. Мы предоставим вам доступ к урокам в ручном режиме. Раева Штулберг, но я все равно сначала огород вскопаю, а потом пойду только потом рисовать. Ну правильно, на голодный желудок много-то не нарисуешь. Конечно, нужно картошечку посадить, вырастить, собрать, пожарить, а потом порисовать. Я тоже за это, чтобы на столе хоть что-то было. Художник должен быть голодный, это совсем о другом. Это не о желудке. Это о том, голодный до впечатлений, как мне представляется. Он должен быть жаждущий всего нового, жаждущий новых мотивов, новых поездок, новых моделей, может быть, если кто-то человека пишет. В том смысле, что страсть побуждает действовать. Олег Сизаненко, вам не мешают татуировки на натурщицах? Мне кажется, ломают форму. Ну, допустим, вы ходите, Олег, в комнатах в тапочках и ложитесь спать, поставили тапочки, просыпаетесь, хоп, ноги. Вы же знаете, куда ноги поставить, чтобы они попали. Ну, в пространстве ориентируйтесь. Или с закрытыми глазами, хопа, за бутылку попить. Ну, чтоб ночью. Вы же знаете, где она стоит. Ну, бывало так, что я промахивался, и бубух, все там разливалось. Наверное, я слишком глубоко спал. Но если мы так вот в осознанности пребываем, то мы, в принципе, знаем, что там внутри. Мы же рисуем не буквально все это хозяйство, татуировки, а мы рисуем форму. Мы видим, что это идет на нас рука. Значит, мы должны уметь нарисовать ракурс. Что мне до того, что тут волос седой? Или, я не знаю, родинка, например. Такая вовсю, красивая родинка вовсю плечо там. Или здесь не забуду мать родную и отца Духарика. Я же рисую форму, грудную клетку, там, грудь. Конечно, если красивое, белокожее джази тело, все заретушировать вот этой чернотой, ну тогда негра получится. Извините, нельзя так говорить. Но это из анекдота. То есть чернокожие получится, все замуровано вот этой синькой. Ну там 90% тела. Голову, например, оставить белую, остальное все покрасить. Я не знаю, храм там нарисовать, например, Спасителя вот этот. Но будут проблемы, если живописью заниматься. Если 10% тела, то уже меньше проблем. Ну, смешно, конечно. Ну, немного мешает, ничего, справляюсь. Владимир О. Вячеслав, благодарю за обзор выставок. Не всем, а может быть только мне, понятны некоторые работы. Я в восторге от многих работ Бато прошлых лет. Здесь не все понравилось. Прокомментируйте, пожалуйста, работы, которые лично вас зацепили. Чем? Что нового, интересно, вы открыли лично для себя? Возможно, ваш комментарий позволит
понимать лучше современные течения в живописи. Спасибо. Вы знаете, Владимир, я пришел к выводу, что я не могу любить отдельно какую-то работу у художника, у любимого даже. Ну, я не знаю, люблю я там Репина, Фешина, Серова, Врубеля, Коровина. Ну вот Врубеля, например, возьмем. Я не могу любить только демона, а я не знаю, портрет какой-нибудь, не любить Мамонтова, например, который совершенно кажется фантастический какой-то незаконченный, да? Но это как человек. Мама с морщинами, или молодая девушка, или средних лет, или жена, которая молодая, потом стареет. Ты любишь другое, ты любишь все целиком. В каждом времени ты просто любишь то, что есть. Ты любишь, как человек говорит, как ставит перед тобой тарелку, там, я не знаю, с борщом, как он улыбается и так далее, и так далее. Человек, ну в данном случае Бато, своей жизнью, своими работами предлагает тебе распахнутую душу, предлагает посмотреть на то, что ему интересно, на то, как он видит мир, как он трансформирует то, что видит, в свои ощущения, как он их формирует, кристаллизует в холсте. Я не могу ничего выделить, это целостная картина, длиною в жизнь. Но мы же не говорим, что «ах, как мы любим это слово у Пушкина». Я помню чудное, а мгновение уже мы не помним. Чудное нам нравится слово. Вот оно только, вот оно. Это самое лучшее слово в его поэзии. Да нет, мы же и дальше можем вспомнить, кто вспомнит, что там было. Это явление. Каждое слово формирует произведение. Из этих слов, из этих мазков состоит как одно произведение, так и выставка, так и все работы, написанные в жизни, включая, которые были первые, какие-то, может быть, не очень удачные. Дмитрий Галка. На пленэре работы намного живее, с большой буквы, чем выполненные в мастерской. В помещении они похожи на симпатичные открытки, и живости в них не чувствуется, если они там сотворены, но в помещении, да? Вы знаете, не соглашусь, потому что в любом месте, даже в помещении может быть совсем темно, лучинка какая-то горит, и ведь написано там портрет, я не знаю, Некрасова, у Репина, по-моему, да, кто написал? Или нет, Крамской, да? Слушайте, в помещении, ничего себе, живости мало. Или арест пропагандиста у Репина, тоже в помещении написано. Ну, я не скажу, что там живости сильно мало. Но на пленэре много сон. А на пленэре бывает, например, вечер какой-нибудь мутный. Или вообще вечернее состояние, представляете? Но ведь это зависит от того, как художник видит, как он, умение его сравнивать пятна цвета и выкладывать из них целую жизнь на холсте, некую мозаику. Почувствовать и попробовать и написать работы живые на классах, которые я провожу, расписание на моем сайте, либо в видеоуроках, которые тоже на сайте. Посмотрите что-нибудь, и, может быть, вы измените свое мнение, что в помещении, например, какие-то натюрморты написаны, они живее всех живых. Может быть, живее, чем какие-то даже написанные на природе. В живописи работает метод, который, собственно, я и транслирую на классах и в онлайн-уроках. Метод. Его нужно просто изучить, познать и делать, применять на практике, писать работы, используя этот метод. Кому он близок, конечно.